Как же я люблю такие демки, где не все однозначно. Ну да, я думаю, вы согласитесь с тем, что смотреть демку с крутилкой менее интересно, чем демку, где нужно разбираться. Так вот, в одной из сегодняшних демок мы разбирались, и более того, в этой демке, кажется, был эйс с ножа. Это как вообще? Это реально? Погодите. Но этому подозреваемому мы явно будем объяснять все на понятном ему языке, на языке банов. Ладно, в общем, ролик сегодняшний будет интересным. Как вы понимаете, предлагать поставить лайк я вам, конечно же, буду прямо сейчас, потому что ролик будет, как я сказал, интересным. Даже если вам видео не понравится, то потом этот лайк просто уберете. Окей, думаю, можно начинать. Погнали. Да это же топовый сайтик SkinDrop, баланс на котором можно пополнить абсолютно любым, как вы, наверное, догадались, способом, а если использовать мой промокод, то вы получите 15% бонус к пополнению баланса, а также халявный баланс. Я же тем временем начинаю с кейса Тора за 249, посмотрим, что упадет, давайте даже в быстром режиме. Выпадает глок Дух Воды за 450, с первого сразу же кейса окупа, отлично. Я тут открывал огненный кейс, и выпал ФАМАС, защитный каркас в стат-треке, именно поэтому, наверное, он стоит целых 1000, мать его, рублей. Как вам такое? Мы уже в окупе с баланса в 5к. В общем, подкрывало тут еще и выпал Бизон Азарт. Как вам такой азарт? Однозначно у меня проснулся. Я же тем временем хочу закинуть в контракт некоторые скины, которые у меня есть, самые дешевые, например, вот эти вот, на сумму в 600 рублей, посмотреть, что мне выпадет. Я уже и так в большом окупе, поэтому даже не важно, но мне выпадает за 483. Ну, в принципе, окей. Думаю, самое время для апгрейда, а точнее на апгрейд в 1,5 раза с 1500 до 200. С шансом в 60% я забираю себе эту эмочку за 2000. Ну, это был топовый сайтик SkinDrop. Используйте мой промокод при пополнении, чтобы получить бонус к пополнению, а также для того, чтобы получить халяву. Ссылка на сайт и мой промокод, конечно же, будут в описании. Кто этот ваш пирамида, который заглушенный? Зато я вижу, что наш подозреваемый тот еще человек. 64% хедшотов и зато 14... Ой, 4... Да, извиняюсь за мат. 14-0 от нашего подозреваемого, команда противников, которая никуда не идет. Все, обиделись, решили не пойти никуда. Ну, это не похоже, знаете, на способ буста, потому что если бы это был способ буста, навряд ли бы подозреваемый играл с читами. Хотя почему бы не быть способу буста, который будет идти еще быстрее, благодаря тому, что ты с читами заберешь всех на респе, иначе как объяснить 5 крутящихся на респе противников. Но, кажется, подождите, а кто убил нашего подозреваемого? Даже я пропустил как-то этот момент. Давненько я не видел подобных демок, но, как вы понимаете, задерживаться мы на ней не будем, потому что дальше нас ждет очень интересная демка. Советую вам ее посмотреть. 16-0. Держи вердикт подозреваемый. Подозреваемый вердикт. Подозреваемый вердикт. Короче, на, держи и все. До связи. Вы только на это посмотрите, это же карта оверпасса, подозреваемый со счетом 0-1-2 у нас что? 0 раундов было выиграно командой самого подозреваемого, очень быстрые раскидки, что мувмент рекордера не было, да вроде бы нет, да и зачем он нужен при такой скорости, очень жесткий зажим, но с М4А4 не летит, чел, поменяй М-ку на сайленсер, ты серьезно? Давай, как-то там, я не знаю, поиграй с сайленсером, да? Итак, выцеливал для чего-то своего тиммейта, не знаю, чего он пытался этим добиться, видимо, хотел его убить за жесткие какие-то косяки, я не знаю, ну, в общем, абсолютная тишина начинается у нас в игре, не топает ни наш подозреваемый, ни противники, все на шифте, слышим только, как только падают какие-то смоки или что это было сейчас. Наш подозреваемый тем временем стоит у нас в туалете, но я бы предложил, конечно, ему как-то передвинуться, я не знаю, ну вот отсюда, например, вот сюда, да, и пройти как-то вот в эту точку, для того, чтобы он отыграл свой лучший геймплей. Ладно, я даже решил не замедлять демку, потому что наш подозреваемый решил просто постоять в этой игре и не идти больше никуда. Подозреваемый увидел и выцепил одного противника, который сунул свою голову, посмел засунуть в эту щель в данный момент времени. Ну, я думаю, что последнему, точнее, вот тому челу, который здесь идет, тоже не сдобровать, потому что это уже выглядело как очевидный, кстати говоря, АИМ. Пытался дать дроп своему тиммейту, все как-то очень быстро происходит, у меня глаза не привыкли к своему родному монитору, все очень быстро. Так, подозреваемый, ты... Так, что будешь брать его на нож? Хорошая, отличная попытка, и у подозреваемого получилось. Это эйс с ножа от нашего подозреваемого, да? Неплохо. Кто бы мог подумать, что целый ролик будет называться эйсом с ножа, вот именно из-за этого момента, но нож был в конце, эйс после ножа был, значит, что правильно? Эйс ножа, да, не, да, можно сказать, не удивляйтесь данному факту. В этом раунде подозреваемый,
к сожалению, уже отыграл не так хорошо, как до этого, поэтому понимает, что ему нужны срочные изменения для того, чтобы отыгрывать лучше, и, конечно же, он предпочитает взять себе в таком случае сразу АВП, чтобы кардинально поменять свой геймплей в лучшую, ну, я, по крайней мере, надеюсь, сторону, потому что пока что его геймплей выглядел только как геймплей читера, и не более того, но я, конечно, даже не удивлюсь, если я сейчас под конец демки начну сомневаться в том, что он все-таки был с читами, потом пересмотрю эту демку и в итоге скажу, что это был абсолютно чистый подозреваемый, и ничего у него нет, и это уже стандартная история для меня, знаете ли. Но лучше, естественно, оправдать читера, чем забанить честного. Я думаю, вы это уже усвоили, и надеюсь, вы с такой же точки зрения, как я. Кстати, обратите внимание на развороты на 180 градусов у подозреваемого, они очень точные, выглядят как у чела, который как минимум тренировался их делать, ну или как минимум играл на aimbots, вставая среди ботов и делая точные развороты, да, ну, собственно, что и есть тренироваться. Срочный обмен авиком, видимо, не очень, ему с авиком не очень везет нашему подозреваемому, поэтому он решается взять что-то более активное, противники этого не ждут. Ситуация у нас 3 в 3, геймплей, кстати, не очень-то и быстрый, но все это доходит до того, что идет полная тишина на карте, потом резкая стычка от нашего подозреваемого, убийства какие-то. Тем временем это у нас что? Выход на Б. Подозреваемый теряется, потому что его начинают простреливать, не понимает, откуда залетают по нему патроны, но ему очень даже везет, или может быть он очень скилловый в данной ситуации был. Как же, насколько все стало снова плавно, как хорошо вернуться домой. Итак, наш подозреваемый остается 1 против 3. Я даже ни на каплю не сомневаюсь, что у него получится абсолютно... Да что с этим словом не так? Слово... Так, все. Я больше его не произношу. Очень плохое слово. Не буду его говорить, как и другие очень плохие слова для ютуба. Подозреваемый забирает последнего. Молодец. Отлично. Счет у него уже тем временем 14 на 3. Это, по сути, единственный игрок в этой игре, который завозит, потому что остальные, ну, играют как обычно. У подозреваемого же шансы на то, что он заберет свой раунд, конечно, очень велики. Подозреваемый, будь немножко поспокойнее, пожалуйста, потому что то, что ты делаешь, мне, знаете, честно говоря, не очень нравится его спрей. Вот какие-то у меня к нему почему-то подозрения небольшие. Складывается такое впечатление, что ты абсолютно контуженный на голову имбецил. Так что, подозреваемый, я ведь могу и тебе в глаза сказать, готов приехать и послушать или нет. Потому что все вот те фраги тобою сыгранные, это простое вранье, понимаешь, подозреваемый. Рэмбо ты комнатный. От того, что ты сделал много фрагов, жизнь твоя лучше не станет, так сказать, фраги стрелять, не мешки ворочить. Много вас таких по весне оттаяло. Про таких, как ты, подозреваемый, говорят, в стиме не хотели, а Гейб не старался. Так что вникай, подозреваемый, в мое последнее тебе послание. Постарайся проанализировать и сделать выводы для себя. Подозреваемый, я не знаю, есть у него ВХ или нет, но, видимо, он вообще не собирается никуда двигаться, будет стоять здесь и не идти никуда дальше. Ну нет, внезапно очнулся, получил, видимо, информацию от своих тиммейтов, что противников здесь нет и не будет, и пока что, несмотря на то, что я обвинял подозреваемого в софте, да, но по большому счету можно сказать насчет нашего подозреваемого, что он обычный смурф, который играет против, ну не то чтобы слабеньких челов, просто других ребят, которые не в его скилловой группе. Понимаете, ну или просто, возможно, у подозреваемого все летит в этой игре, он поэтому такой активный, боевой, мощный, но дадут ли ему задиффузить бомбу, и будем это убивает, но нет, он разменивает. Хорош, подозреваемый. Дай, я тебе пожму руку. Уважаю. Вот даже ни намека на софт сейчас не было. Ну вот уже чувствую я своим очком, что прямо сейчас буду оправдывать этого подозреваемого, выносить ему вердикт абсолютно оправдательный. Кто знает, может быть подозреваемый еще успеет насрать в штаны, и ситуация изменится, как я уже говорил, кардинально. Итак, ага, пропустил, провтыкал, но нет, успешно. Знаешь, что тут один прошел, все, паника, ужас, страх и ну, ства, да, вот это вот заканчивается слово. Короче, я открываю эту демку еще раз, смотрю первые фраги, потому что вначале, честно говоря, я растерялся, что-то даже не был готов к такому активному геймплею. Думал, знаете, сейчас зайду в патруль и в очередной раз увижу демку с крутилкой, что, кстати говоря, в последнее время стало довольно редким явлением. Буду пересматривать эти фрагменты без каких-либо замедлений, абсолютно внимательно. Здесь у нас ничего подозрительного не было, хотя я там что-то даже высрал про Movement Recorder. Ну, к спрею я, знаете ли, докапывался здесь, но по большому счету, не знаю, в принципе, рукой придерживать и так фиксировать прицел на противнике вполне себе реально. Это и есть основная задача, так сказать, игры в CSGO, можно сказать, да, ну, точнее, твоего
своего замечательного АИМа, но даже только что с М-ки, возможно, это где-то выглядело как будто бы это АИМ-лог, да, своеобразный, но какой-то мягко настроенный, что вполне себе реально. Плюс не забывайте, что иногда, ну, зрители меня информируют по поводу читов, и я узнаю некоторые моменты, о которых я даже не думал, например, о том, что можно не просто включать или выключать, да, например, АИМ, а просто ставить рандомную настройку АИМа, когда он, видимо, в один момент работает мягче, в другой момент жестче, на одних выстрелах он работает, на других нет, что в принципе объясняет все те случаи, когда подозреваемые у нас странно себя, знаете ли, вели, где-то вроде бы есть АИМ, где-то его вроде нету. Вот, например, здесь тоже все нормально. Единственное, что странно, возможно, это наводка на противника, который был только что дальше, но это окей, я думаю, да, он в принципе ждал, что кто-то выйдет еще, поэтому заранее наводился. Здесь, как видите, отлично среагировал, и вот эта наводка на голову была просто замечательная. Может быть, на саму голову он не идеально навелся, но сам факт того, что хедшот залетел, это уже было очень красиво. И, кстати говоря, мы сейчас с вами пересматриваем прям тот момент с эйсом с ножа, где подозреваемый очень жестко закрадется в спину. Такое ощущение, что можно просто брать и не вставлять первую часть этой демки, которую я записывал, да, со всеми этими тупыми пастами, ну, вы поняли. Короче, я думаю, с вердиктом мы определились, и можно переходить к нему самому. Итак, этой демке уже было посвящено достаточно много времени для того, чтобы посвятить ему еще. Кстати, сколько дем? 51 минуту демка идет в оригинале. Они дохили. Слушайте, я такими темпами намерен посмотреть, уж простите, ее полную версию. Наверное, будет мне интересно смотреть полную версию, если я вынесу вердикт прямо сейчас, но вы уже поняли, какой вердикт буду выносить, и, вероятнее всего, лучше оправдать читера, чем забанить честного, как вы понимаете, и я поэтому воспользуюсь своей тактикой, и в принципе ну потому что по факту доказательств для того, чтобы забанить подозреваемого, было недостаточно. Очень надеюсь, что я не пропустил какого-нибудь момента на препятствование нормальной игре или на другие вспомогательные средства, но в целом впечатление об этом подозреваемом сложилось такое, что это обычный смурф, либо чел, у которого очень хорошо пошла игра на своих рангах, либо смурф на низких рангах. Я думаю, что вы наверняка посчитаете так же, поэтому так, давайте перейдем к полной версии. Я хочу посмотреть еще, какие он интересные раунды выдавал. Вот он, наш подозреваемый, нашелся хитренький, со счетом 0-1-2 в 4-м раунде, чел с ником Джекс. Как вам такое? Что такое? Какое такое? Я не знаю, о чем речь. Я начал говорить, ну не говори тогда, ну и не надо говорить. Профиль, к сожалению, у Джекса скрытый, черный. Ну, у нас тут квадрат, я не знаю, что, Малевич вместо аватарки у нашего подозреваемого. Теперь же нам нужен первый пистолетный раунд. Ищем нашего Джекса и заходим, смотрим, что он сделает. Ну, судя по счету 1-0-2 в 4-м по счету раунде, фрагов здесь в пистолетном раунде и не будет. И зря я это все смотрю, но я, знаете ли, смотрю это все не просто так, а именно потому, что... Почему? Потому что я хочу посмотреть, и все, чего вы ко мне пристали? Чего же посмотреть нельзя на то, как подозреваемый, который разваливал абсолютно всех, начиная с 4-го раунда, сделал эйс с ножа... Ну ладно, эйс с ножа, условно, да? Сделал эйс с ножа, как все-таки он отыграл так плохо, что за 4 раунда фрагов не сделал. Это обычная ситуация, ничего в этом плохого не вижу, но все-таки, я думаю, геймплей мог отличаться кардинально, и здесь нет, все еще резкая наводка, но, к сожалению, не идеально в голову противника, и у него не получается, понимаете, вот такая ситуация. Во втором раунде посмотрим, как у него не получилось. Потому что я-то спойлеры знаю, я-то знаю, что фрагов 0, и скорее всего он откиснет. И у него просто, ну, естественно, на втором раунде тупо нет денег, чтобы что-то купить. Что раунд был проигран, но он предпочитает купить ничего. И поэтому, вылетая в молик, ну, глупая смерть, понимаете? Ну, просто такой дохлик, к сожалению. Но в 4-м раунде ситуация изменится. Побежал, в этот раз у него есть даже кольтик, что, ну, эмочка, да, для того, чтобы порешать какие-то вопросы, но опять неудачно. Видимо, вся команда его сольется, он придет один под Б-план, будет ретейкать против всех, но нет, его опять встречает злополучный молик, подозреваемый, сочувствую. Ну, бывает такая история. В этот раз молик и правда не сгорел, но его ждут и смотрят в дверь, поэтому... А что дверь оранжевая стала? Подгорела? Накрасилась? Что? Ну, понятно, подозреваемый, в общем, засейвил свою эмочку в том раунде. И так отсчитываем, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? Если я не ошибаюсь, раундов мы отсчитываем и смотрим на геймплей подозреваемого дальше, потому что я обязан глянуть еще второй пистолетный раунд, в котором, вполне вероятно, ему повезет гораздо сильнее. Так, подождите, этот раунд мы видели, 8 я отсчитал, видимо, неправильно. Вот этот раунд мы точно не должны были с вами видеть. Ну, потому что, если вдруг кто не знал, да, в патруле показывают всего 8 раундов, что примерно как раз таки 10 минут просмотра патруля. Ну, когда как. Если смотреть с моими крутыми биндами, то, возможно, и минуту.
а возможно и 5, а возможно и 30, если вы смотрите это видео патруля в CSGO. Так, подождите, какой-то момент опять я что, все-таки неправильно отсчитал раунды? Такое ощущение, как будто бы я уже только что смотрел этот раунд, когда он отыгрывал, да, или я уже совсем забылся, ну да, здесь не очень. Ладно, вот этот раунд мы точно не смотрели. Так, подождите, 4 плюс 8, это что, 12, да, получается... А, ну я неправильно отщелкнул раунды только что, это у нас 13. Итак, добро пожаловать снова в раунд, который мы с вами не видели. В третий по счету раунд, который мы типа с вами не видели, но в этот раз мы его не видели точно. Пожалуйста, спрятался на водичке. Что? Нет, погодите. Такое ощущение, как будто я снова видел этот раунд. Для меня все раунды заливаются в один. Я не понимаю, что происходит. Помогите мне определиться с... так, ага, ну вот Так, подождите. Вам не показалось странным только что поведение его прицела? Пересмотрите этот момент еще раз и отмотайте это видео назад. Если я не забуду, здесь будет такой вот моментик с повтором, да? Желательно, вот он, вот повтор перед вашими глазами. Посмотрите, замедленно, незамедленно, главное посмотрите. Не находите ли вы странным поведение его прицела? Такое ощущение, как будто бы так не должно быть, да? Окей, ну в любом случае мы подозреваемого нашего оправдали. И я не жалею, даже если это окажется жесткий, жесточайший, очевидный читер, потому что, естественно, в патруле нужно определять по тем 8 раундам, которые тебе показывает патруль. Потому что, во-первых, это не твоя проблема, что тебе патруль не те раунды показал, да? Во-вторых, это справедливо, потому что другие люди тоже будут, патрулисты, смотреть эту демку, если они будут выносить вердикт. Ну, если они, конечно, будут смотреть демку, может быть, подозреваемый, хотел сказать, получит бан, но он уже его не получит. Если другие патрули посмотрят эту демку и не увидят те моменты, которые увидел я в полной версии, 100 раз уже это объяснял, но для новых зрителей повториться я не против, да? Ну, собственно, вы поняли, короче. Если я это увидел, не значит, что эти раунды увидят другие, потому что единицы готовы заморачиваться и скачивать полные версии демо. Итак, тот самый момент, которого я ждал. Так как это у нас полная версия матчмейкинга, забыл упомянуть, у нас второй пистолетный раунд аж на 16-м, и наконец-то мы до него дожили. Не забывайте, что демка у нас идет целых 51 минуту, а это, между прочим, очень даже долго. Ну, очень долго. 51 минута для матчмейкинга, ну 40 еще норм. 50, так, подождите, потерялся, завертелся, закрутился, подозреваемый, паника, туда, влево, вправо, назад, вперед, смотрит, не знает, куда идти. У него сенса, я не знаю, высокая или нет, навелся, а вот и, кстати, тот самый момент, который я ждал, понимаете? Момент, который я ожидал, и теперь этот фраг с Глока выглядел как абсолютный АИМ, абсолютно нечестная наводка, слишком резко, слишком неестественно. Да, может быть, это был флик, но если вы смотрели другие выпуски патруля, вы, конечно же, в курсе. Демка, конечно же, залагала, но мне уже похер. Перезапускать я ее не буду, досмотрю так некоторые моменты. Я думаю, что если тут будет очевидный софт вот типа такого, то будет и так понятно. Вот почему вопрос: патруль мне не показал демку. Алло, переделайте патруль. Я не знаю, сделайте его умнее, введите искусственный интеллект, который будет выбирать раунды для патруля. Очевидно, что там раунды для патруля выбираются наверняка в те моменты, где подозреваемого зарепортили, да, примерно. Или где он какие-то количество фрагов делал. Ну как-то должен патруль... Хотя нет, если будет искусственный интеллект, который будет определять, смотреть за меня патруль, тогда, собственно, зачем вообще мне этот патруль показывать, да? Теперь, опять же, не софт. Не знаю, может быть из-за того, что залагала демка, все кажется, его наводки кажутся в 10 раз быстрее, потому что кадры тупо пропускаются в этой демке. Но вот сейчас демка, например, лагать перестала. А такого я в CSGO еще даже и не встречал. Что происходит вообще? Кто-нибудь объяснит мне или нет сегодня? Когда у тебя лагает демка в CSGO, это никак не исправляется. Возможно, это были проблемы подозреваемого, да, какой-то софт на какие-то лаги, но фейк-лаги выглядят, если я не ошибаюсь, не так. Это просто лагала демка, но почему-то это исправилось. Такого в CSGO никогда не было. Всегда нужно перезаходить, когда оно у тебя лагает при просмотре. Так, давай, подозреваемый, удивляй меня новыми фрагами. В принципе, удивить меня уже мало чем можно. Я думаю, я видел довольно резкие наводки. В идеале бы, конечно, пересмотреть их уже без лагов в тех демках, но я не удивлюсь, если отмотаю назад, и там опять будут те же самые лаги. Какой-то очень точный смог с нацеливанием ровно в голову какому-то из челов. Кстати, мувмент рекордеров здесь нет, успокойтесь. Да, я не забыл про эту тему, напоминаю сейчас, после того, как я один раз обосрался с тем, что не увидел очевидный мувмент рекордер, или даже 2 раза обосрался, и я с того момента очень внимательно на все это смотрю. Ну как внимательно, стараюсь заметить, по крайней мере.
Тем не менее, несмотря на все то, на весь тот очевидный софт, который вроде бы был, да, появился у нашего подозреваемого, стал очень заметным, он все равно двигается очень, я вам так скажу, на опыте. По карте, в принципе, то, как он водит мышкой, выглядит очень опытно. Даже попытался заранее проимить на нужную позицию, увидел противника голову, которая подпрыгивала и пытается среагировать, но реакции не хватает. Почему АИМ здесь ему не поможет в этой ситуации? Вопрос. Может быть, у него нету триггер-бота, а может быть, триггер-бот с задержкой? Кто его знает? В развитии разве что. Ладно, все, эту демку дальше смотреть я смысла особого не вижу. Хочу перемотать ее в конец и посмотреть, как будет выглядеть последний раунд, кто здесь победит. Ну и по всей видимости, счет будет у нас 15/15, потому что противники начали камбэчить, у них вся команда играет, я так понял, более стабильно. В команде нашего подозреваемого один чел тянет вниз очень сильно, один чел тянет вверх очень хорошо, но, возможно, этого будет недостаточно. Внимание, напряженный раунд, демка залагала опять, но это не важно, мы посмотрим, кто из этой команды выиграет. Видимо, выиграет наш подозреваемый, ситуация 3 в 2, не все так однозначно, нужно зарефулить бомбу, и что делает наш подозреваемый, это, конечно же, забирают последнего. Молодцы. Патруль в CSGO. Самый эпичный выпуск за последнее время, наверное, да? Всегда так говорю. Ну да. Смотрите все прошлые и другие выпуски. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Равиль. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем удачи, всем пока. И до следующего, мать его, видео. Взорвал Б, пока 4 КТ на А. Я им пример, но задана планка.